Гиладе очень плохая ситуация с парковками в центре особенно, поэтому мы оставили машинку мою возле музея, это вам как лайфхак, и сели в такси. Вот меня видно, едем. Вызвала через приложение Getir, оно везде по всей Турции работает. С турецкой карты оплачиваю. 200 лир, по-моему, поездка будет. Все. И вот мы переехали железную дорогу и заезжаем в старый город. Вот мы приехали в центр Газиантепа. Вот про что я говорю, здесь парковочных мест нет, как у нас Арбат, наверное, не знаю, с чем сравнить. Иногда есть места, но они все забиты. Здесь очень сильный ветер, очень холодно. Хорошо, что мы взяли что накинуть. Здесь сейчас 16 градусов. Прохладно. Сейчас мы идем на одну локацию. И так лучше видно. Газиантеп – один из самых древних городов Турции, где история чувствуется буквально на каждом шагу. Здесь переплетаются культуры, традиции и вкусы, создавая особую атмосферу Востока. Город знаменит своими мозаиками, которые мы уже посмотрели. Прогуливаясь по старым улочкам, можно увидеть ремесленников, которые сохраняют традиции уже сотни лет. Газиантеп – место, где прошлое и настоящее живут рядом. Газиантеп. В этом районе, в самом городе, было больше всего разрушений. Но сейчас с улицы, да, оно не видно. А говорят, внутри, за стенами, еще ведутся реставрации. Сейчас мы пойдем на одну улочку. Я там буду Инстаграм снимать. Я не знаю, узнаете вы улицу или нет. Кто смотрит турецкие сериалы? Кто смотрел? Зимородка. Сейран, выходи! Это типа к музею какому-то игрушек. Все из сериалов. Сериальный город, сериальные улицы. Ну, посмотрите на это. Настоящий старый город. Старинная кладка. Ну, здесь старина переплетается вот с такими творчеством, я думаю, местных жителей. Здесь везде отельчики. Смотрите, как выглядит отель внутри особняка. Везде сточные отводы, потому что мы, ну, такие здесь горочки. На горочке находимся. Так, нам туда. Ну, пока разрушений не видно, может быть, действительно восстановили большинство домов. Вот там что-то есть немножко. Даже банкомат есть, Газиантеп карт пополнять. Ресторан. Я пойду туда схожу.
в наглую зашла. Здесь какое-то государственное заведение. Музей. И музей, и департамент какой-то по защите. И туалеты вот есть даже. Вот тут карта культурная. Прям где что находится. Вот этот двор по вечерам как освещается. Ну чем тебе не дом из сериала? Он и есть. В Газиантепе вообще много таких деталей. Фигурки, двери, каменные стены. Все это создает инстаграмные точки. Аладдин, Аладдин. Турецкий вайб. Аладдин бегал по таким крышам. Птицу подвесили из 5 веревок. Класс. Aleykümselam, aleykümselam. Selam. Sağ ol, Allah razı olsun. Yenge annelere sağ ol. Tekrar. Какие тут цены в центре, в кафе? В такой красоте. Булдук. Вот посмотрите, цены в самом центре туристическом Газиантепа. Вот в такой красоте. Дринк, чай. Ой, смотрите, там какой-то медведь внутри. Делают ресторан к сезону. Niye? Хош булдук. Из картины? А видео YouTube? Ой. Посмотрите, какая красота. Bulabilsem Akdere'de ne olurdu yerimde duraydı. Daha dün kalbim şuradaydı. Nerede unuttum? Мы зашли в кафешку перекусить, попить кофе, который делают в Газиантепе, с фисташками, и скушать по гизлеме. Перекусить и дальше пойти ходить по рынку. Ой, смотри, как красиво-то, ёлк. Прям в старом доме, пещерном, в подвалах. Смотрите, это все из камня сделано, это пещера. Ой, что-то тут совсем прям пещера. Не страшно тут? Не сыро? Мне кажется, пахнет. Может, там сядем все-таки? Так, принесли нам кофе. Фисташковый. Сверху пенка. Похоже на молоко, но это из фисташек. Тяжеленькая такая кружечка. Ну, здесь, наверное, сколько здесь? Грамм 100? Да, 70, наверное. Хоть выглядит маленькой, но вот так. Сейчас буду пробовать. Вкус немножко странный. Ну, такой ореховый. Фисташки. Фисташка такой, ну, своеобразный так. Не знаю, мне кажется, У тебя плесневый какой-то. Мне сейчас все кажется тухленьким. Слушай, ты положи туда сахар. Зачем? У меня вот сахар. Я вот с этой прикуску ем. Вон, Мне холодно. на фисташках. Очень интересный вкус. Не знаю, я надеюсь, что я выживу после него. Цен нет.
Сюрпризные будут. Но ассортимент можете потом перевести. Кафе Магара. Ну, тут даже изображена пещера. Мы в пещерном кафе. Тиски какие-то. Горячие напитки. А, это детское меню. Фрукты, чай, соки. Но еды вот тут нет. А мы заказали гюзлеме. Сказали, будет. Лавка, где бегут хлеб. Видео алабелеми. Вот здесь вот запекают хлеб, печка. Нам дали вот такое же, да. Стану. Ocak, fırın. Ага. Очаг здесь. Nereden geliyorsunuz? Мастер. А? Nereden geliyorsunuz? Nerede? Rusya. Ну, Руся. Москва. Teşekkür ederim. Так, мы, в общем, вышли с кафе, напились кофе, но не дождались. Там еще долго готовить. Смотрите, какой магазин здесь. Вон антикварные лавки кругом. Не дождались гюзлеме. И тантуни тут есть. А коты какие носятся. С едой в зубах. Место отдыха такое. Книжные магазинчики старые. Вот еще какая-то тут подземная парковка. Но как туда заезжать? Один бог знает. Но так они воткнуты здесь внизу, под городом. А мы с вами, погуляв по улочкам и посмотрев дом Сейран из Зимородка, так уж быть, скажу вам, раз вы не догадались. Вон парковка. А несколько машин. Мы сейчас пройдем туда, в другую часть. Нет, не эта улица все-таки. Похоже, да? Мы там заходили с той стороны. Магазинчики тут такие старые. А тут тоже прикольно пожить, походить, посмотреть все, да? Ну, никогда у тебя 4 часа в запасе, и все. Вот торговая улица такая. Тут магазины все. Типа торговый центр, но не вверх, а вперед. Ну, вот примерно, посмотрите, платьишки по 600 лир, штанишки по 250. Такие лавки, рынок, можно сказать. Футболки по 199. Поло по 300. Собственно, мы на современном турецком базаре. Только вместо лавок деревянных здесь бутики вот эти вот. Ну, вглубь идущие. Просто рыночные павильоны, скажем так, назовем. Они там, вот по той улице, главной рыночной. Мы не по главной рыночной еще идем. То есть мы до нее еще дойдем, да? Да.
Это мы банкоматы обсуждаем, где банкомат нужен. Кредит, картосель, вкур, техника. Индаримы в аптеке.